Throne and Liberty, MMORPG от NCSoft, которую ждали, наверное, даже чересчур долго, недавно обросла подробностями относительно года 2025-го. Ну и знаете, коль скоро мы весь год следили за этой игрой, мне кажется, будет вполне уместно сделать этакое итоговое видео. Тем более, что глядя на все эти планы по улучшению TL, хочется высказаться. В основном с использованием обсценной лексики, но я все-таки попробую остаться в рамках приличий. Надеюсь, получится. Не забываем подписываться на канал, в том числе по ссылкам в описании можно найти нас на отечественных платформах ВК и на Рутуб. Ну а за общением и самыми свежими новостями жанра MMORPG отправляю вас в мой телеграм. Меня зовут Мадлер, это портал Гохару, и мы начинаем. Наверняка вам знакома ситуация, когда нужно пополнить игровой кошелек или просто что-нибудь прикупить, но из-за региональных ограничений это сделать затруднительно. Что ж, у нас для вас отличная новость. С сервисом Keys for Gamers такие ситуации больше не станут для вас проблемой. Здесь можно приобрести как незабвенную классику, так и новые релизы на выгодных для себя условиях. Огромное количество всевозможных предложений для Steam, PlayStation, Xbox, Nintendo и Battle.net, причем игры можно получать как ключами, так и гифтами. Подписки на PlayStation Plus и Xbox Game Pass, покупка игровой валюты, игровых очков, программного обеспечения и все это с возможностью выбрать наиболее выгодные для себя предложения среди разных продавцов и без проблем с оплатой из наших широт, что немаловажно. Также на Keys for Gamers можно легко и быстро пополнить Steam кошелек с минимальной комиссией по рынку, всего в 3%. Чтобы это сделать, находим на главной странице сайта кнопку «Пополнить», выбираем страну аккаунта, вводим логин Steam, необходимую сумму, завершаем операцию и бинго, деньги уже на вашем Steam кошельке. В общем, Keys for Gamers со всех сторон удобный и крайне выгодный сервис. Ежели чего, вы знаете, что делать по ссылке в описании и закрепленном комментарии. Итак, MMORPG Throne and Liberty. Пожалуй, главное MMORPG 2024 года, потому что, я напомню, она релизнулась, разумеется, раньше в Корее, да, но мы говорим сейчас конкретно про глобальную версию, и вот глобальная версия стала доступна непосредственно в 2024 году за патронажем, скажем так, Amazon Games. Я во все это дело играл еще на Корее, поэтому неудивительно, что когда игра вышла в глобал, я не сильно много поиграл в глобальную версию, потому что, понимаете ли, мы, по сути, получили раннюю корейскую версию, хоть изначально разработчики вообще хотели сделать одну MMORPG на весь мир, то есть одну версию MMORPG на весь мир. Знаете, это такой, получается, властелин MMORPG, что ли, там, одна MMORPG, чтобы править всеми. Из этого ни хрена не получилось, что, в общем-то, неудивительно. Удивительно другое, как такая контора, как NCSoft, в принципе, могла прийти к таким мыслям. Но это и не единственная их проблема, просто у этой MMORPG, у Throne and Liberty, на протяжении всего процесса разработки наблюдалась страшнейшая проблема. То есть они никак не могли определиться со своей целевой аудиторией. Понимаете, да? Когда ты хочешь понравиться всем, ты с вероятностью в 99,9 не понравишься никому. И вот они изначально вообще делали какую-то кроссплатформенную дрочильню, имеется в виду такую, да, с мобильными корнями, скажем так. Потом ее переделывали достаточно быстро, переделали, но все равно непонятно, для кого они ее делают. Вот по сей день непонятно. Если же возвращаться к вот этим вот обещанием сделать одну версию MMORPG для всех, то вот на текущем этапе получается, что глобальная версия все еще пытается догнать корейскую. И, соответственно, вот у нас уже на носу год 2025, сразу Amazon Games, как будто бы, знаете, показали, кто здесь папка, рассказали о том, как и что они будут улучшать в Throne and Liberty в 2025, а потом уже и NCSoft такие, там, видимо, подождали, что скажут по этому поводу Amazon Games, такие, и мы тут, в общем-то, выскажемся, и такие они высказались. Забегая вперед, можно было, конечно, просто посмотреть на название этого видео. Понятно, что все хреново. Это исключительно мое мнение, свое, как всегда, пишите в комментариях. А мы обо всем сейчас будем говорить по порядочку. Погнали! Итак, для начала давайте посмотрим, что вообще за последнее время произошло в глобальной версии Throne and Liberty. Просто потому что, во-первых, именно она нас и интересует, а во-вторых, потому что корейской версии этой MMORPG фактически приходит, если еще не пришел конец. Чего, в общем-то, не скрывают даже сами разработчики. Так, чисто ради справки, в основном жизнь корейской версии TL поддерживается периодическими запусками гипербуст серверов, где можно за условные 3 копейки и пару минут прокачать и одеть себе перса. Ах да, чуть не забыл, такой маленький нюанс. Дело в том, что сейчас за развитие Throne and Liberty, и я тут подразумеваю прежде всего глобальную версию, потому что еще раз корейской каюк, теперь отвечает отдельная студия. Из положительных моментов
в студии действительно работают толковые специалисты. Из таких странных моментов мне показалось, что NCSoft, создав вот эту вот отдельную студию, перекрестила ее на дорожку и сказала, мол, ребят, если заработаете денег, значит все будет хорошо. И нам хорошо, и вам хорошо, потому что у NCSoft, я напомню, все сейчас в финансовом плане очень нехорошо. Ну а если не заработаете, что ж, это печально, но, видимо, придется закрыть проект. И, понимаете, получается, что теперь за развитие и будущее, в принципе, Tron and Liberty отвечает вот непосредственно эта команда Studio X. Изначально ее называли, теперь там у нее официальное название какое-то появилось, не помню, вылетело из головы. И что самое неприятное, судя по всему, Amazon Games, потому что у меня возникло стойкое ощущение, что Amazon Games просто носа не высовывает из разработки Tron and Liberty. И это хреново. Это хреново прежде всего потому, что у Amazon Games нету совершенно никакого положительного опыта в создании MMORPG проекта. Мы же не будем считать New World Eternum успехом, правильно? Что же до глобальной версии, то с тех пор, как я оттуда свалил, там, появились первые двухзвездные кооперативные подземелья, например, рассчитанные на персонажей с уровнем экипировки 2500 и выше. Казалось бы, пирамога, но на самом деле Т2 экипировку туда по каким-то причинам решили не завозить. Да, вы все правильно поняли, Т2 данжи без Т2 экипировки. Да, это какой-то сюр и мем. При этом в качестве дропа из этих подземелий добавили редкую Т1 экипировку. Ту самую, которую раньше можно было выбить только с мировых боссов. И что произошло потом? Правильно, все зафармили себе эту экипировку, а экономика игры, что называется, вышла из чата. Ну, просто потому, что количество этого самого распальцованного Т1 шмота превысило все допустимые пределы, и, насколько я понимаю, теперь одеться качественно, одеться в Tron and Liberty можно очень быстро и относительно дешево. Помимо этого, добавили также новое оружие копье, добавили систему рун, которая перекочевала из корейской версии, добавили какой-то новый странный режим Wargames, но пока там нет ни подбора участников, ни наград, короче, это какая-то такая заготовочка на будущее. Ну и, разумеется, осады, доставка налогов, все это тоже теперь есть в глобальной версии Tron and Liberty, и вот здесь прям без сарказма, это замечательно, потому что, по сути, это единственное, чем можно заниматься в игре гильдиям и людям, которые хоть как-то нацелены на PvP, если мы не берем в расчет арены, потому что арены это такое, на любителя. Ну и если как-то подытожить, то, на мой взгляд, вот с тех пор, как я свалил из Tron and Liberty и на текущем этапе, в этой MMORPG по-прежнему заняться особо нечем. И по сути нужно быренько что-то делать, пока не разбежался оставшийся народ. И этот оставшийся народ выглядит как-то так. Я напоминаю, 336 300 было в пике, 24-часовой пик, 49 уже меньше 50 тысяч игроков, 28 тысяч прямо сейчас. Я могу сказать, вот если судить по всем остальным MMORPG, статистика которых доступна вообще в принципе широкому кругу пользователей, я ознакомливался с этой статистикой, и это достаточно неплохие цифры. Это не что-то прям вау, но это говорит о том, что в эту MMORPG по-прежнему играют. Просто получается, что количество активных игроков неуклонно падает. И вот сейчас как раз таки тот момент, когда нужно делать какие-то громкие заявления, говорить, ребята, у нас будет вот такое, вот такое, вот такое. Приходите в нашу MMORPG в 2025 году. Что же мы видим на практике? Ну вот сейчас как раз таки и разберемся с тем, что мы видим на практике. Итак, как я уже упомянул, изначально слово взяла Amazon Games. Нам сообщили, что в 2025 году планируется решить ряд крупных проблем. Так, издатель в кои-то веки внезапно обратил внимание на нудность и рутинность выполнения ежедневных активностей, как будто бы это не что-то такое, что было понятно с самого начала. По их словам, есть несколько возможных решений, они сейчас обсуждаются, и все это должно снизить затраты времени игроков, но при этом сохранить прогресс персонажа. Идем далее, обновление боевой системы, передвижение персонажа и таргетинга целей. Если коротенечко, а только коротенечко и получится, потому что никаких подробностей нет, то разработчики и издатель хотят создать интуитивное и плавное взаимодействие персонажей с миром игры. Я просто напомню, изначально в Tron and Liberty, в той версии, которую мы впервые увидели на первом же корейском ЗБТ, была вообще статичная боевая система. Прямиком из каких-то там нулевых. Разработчики посмотрели, скажем так, на фидбэк, который их, разумеется, не порадовал, и перелопатили
перелопатили эту боевую систему, сделав ее значительно более динамичной. Но, видимо, Amazon считает, что недостаточно динамичной, и вот в этом направлении будут предприниматься еще какие-то шаги. Какие шаги? Непонятно. Но выглядит все таким образом, как будто бы они хотят вообще перейти, может быть, к нон-таргету. Я слабо себе это представляю, сразу хочу сказать, но вы же понимаете, я всецело за. Как говорится, сразу да. Помимо этого заговорили о том, чтобы предоставить больше возможностей PvP игрокам для получения рун. Дело в том, так уж вышло, что в PvP-ориентированной MMORPG такие возможности связаны прежде всего с PvE-активностями. И вот, возможно, уже в январе 2025 года руны можно будет получать за некоторые виды PvP-активностей. Я, к слову, не зря сказал про PvP-ориентированную MMORPG, потому что, на мой взгляд, Throne and Liberty именно таковой и является. Ну, во всяком случае, является. Можно вообще, в принципе, посмотреть на все, что делала NCSoft, и там всегда был отличный задел на PvP, на хайвар, осады, вот доставка налогов, все вот это тоже есть в Throne and Liberty. Но, тем более удивительно, что новые системы, которые добавляются в игру, как-то слабо с этим самым PvP вообще связаны. Хотя, как мы сейчас с вами убедимся, ничего удивительного в этом нет. Просто разработчики в очередной раз переобуваются. Да, они чего-то там решили, но, на мой взгляд, это не они так решили, так решает компания Amazon Games. И еще раз, на мой взгляд, это не совпадение, что именно Amazon Games первой заявила о планах на Throne and Liberty, именно имеется в виду год 2025. Окей, давайте же посмотрим, что непосредственно сами разработчики Throne and Liberty думают о своей MMORPG в 2025 году. Ну, то есть думают они в 2024, конечно же, но по поводу 2025. К слову, этого вижена, насколько я понимаю, могло бы вообще не случиться, если бы портал 4Gamer не договорился о личной встрече с разработчиками. Типа, хватило бы и вижена Amazon. Итак, понятное дело, это уже никакой не секрет, все силы на текущем этапе брошены на создание глобальной версии Throne and Liberty. Оказалось, вот ведь сюрприз, никто и подумать не мог, что предпочтения и характеры корейской и международной аудитории очень различаются. При этом, я напомню, у NCSoft до последнего времени был западный отдел NCSoft West. За что там люди все это время деньги получали, я, честно говоря, ума не приложу. Но не суть. В общем, сосредоточившись исключительно на глобальной версии, NCSoft, а я буду называть эту студию NCSoft, вы уж не обессудьте, как будто бы забывает о том, что существует еще как минимум 20 регионов, куда они могли бы пойти со своей игрой, выступать в качестве издателя и таким образом поправить свое бедственное финансовое положение. В том числе, разумеется, и наш регион. Но, насколько я понимаю, речи пока об этом не идет, и тут я даже могу понять, ну, вероятнее всего, ресурс у них ограничен, и вот они решили пока сосредоточиться на глобальной версии. Ну так, чисто для справочки, уж лучше бы они эту самую глобальную версию тоже издавали сами. Специально для тех, кто негодовал, когда Мадлер обзывал TL кроссплатформенной мобильной дрочильней, разработчики рассказали, что даже после преснопамятной переработки игры в ней оказалось много, скажем так, мобильных элементов. Чтобы вы понимали, разработчики переделали интерфейс и игровой процесс, а также переписали около половины игры. Дальше идет очередное откровение. Разработчики внезапно осознали, что современные игроки предпочитают сессионный формат, поэтому их нынешняя цель, цитирую, «Сделать все немного проще, включить больше контента, который можно сделать за короткий промежуток времени, создать больше PvE контента, чем PvP». Я даже не знаю, с чего бы тут начать. Ну, начнем, пожалуй, с непосредственно сессионного формата, который широко известен и широко применяется в MMORPG. Ну, то бишь, мы можем вспомнить, допустим, Battleground, те же самые, аренки, да даже, данжи, да, вот эти инстансы, которые закрываются в кооперативе, это все, по сути, и есть сессионный формат, который присутствует в MMORPG. Так что, я не знаю, это прям никакое не откровение. Ну и, разумеется, то, что этого формата в игре станет больше, никто от этого не пострадает. Все хорошо. С другой стороны, мы можем поближе, ну не слишком близко, потому что это лежит на поверхности, рассмотреть сам по себе сессионный формат. И вы не поверите, но в сессионном формате, иными словами в сессионках, особой популярностью пользуются именно PvP-проекты. Ну да, людям просто нравится надирать друг другу задницы вот в такой вот короткой игровой сессии. Поэтому делать заявление о том, что мы должны сделать больше PvE-контента, ну, я так понимаю, не слишком сложного PvE-контента, чем PvP-контента. И вот здесь я для себя сделал пометочку, что, видимо, PvP-контент будет делаться
двигаться по остаточному принципу. Не слишком здравая мысль. Но вы понимаете, просто потому что одно с другим ни хрена не клеится. Также разработчики в курсе, что после достижения максимального уровня и прохождения сюжетной линии в игре делать нечего, и она превращается в скуку. Более того, они уверены, что часть существующего сейчас контента в игре просто бессмысленна и неинтересна игрокам. С этим тоже что-то будут делать. На текущем этапе обсуждается добавление новых точек интереса, что будут способствовать изучению карты мира. Ну, просто потому что кап в игре сейчас можно взять, так и не побывав на всех игровых локациях. Модель монетизации формировалась при участии Amazon Games, поэтому было решено прийти к тому варианту, что сейчас реализован в игре. Из забавного. Разработчики уверены, что из игры удалены все элементы Pay to Win. Да, ох уж этот типично азиатский взгляд на Pay to Win. Если в магазине не продается палка-нагибалка, значит Pay to Win нет. Ну, на самом деле работает это не так, но справедливости ради, это не первый раз, когда мы сталкиваемся с подобным взглядом на Pay to Win. До этого разработчики Terrasland тоже недоумевали: о боже мой, а что не так, что не нравится игрокам? Но потом оказалось, что это просто их vision Pay to Win отличается от нашего взгляда на Pay to Win. Вот там действительно вымели поганой метлой весь вообще Pay to Win состав из внутриигрового магазина. Tron and Liberty это не касается, Pay to Win в игре, я напомню, по сей день присутствует. Ну и, я так понимаю, разработчиков все устраивает, так и будет в дальнейшем. У меня с этим, еще раз, никаких проблем нет. Я считаю, что такой Pay to Win, в принципе, это нормально, и с этим можно жить. С чем я категорически не согласен мириться, так это с вот таким вот непониманием разработчиков каких-то базовых принципов. До этого они вообще делали игру мобильную, кроссплатформенную, потом переделали в угоду игрокам, которые подналетели и сказали, что это за херня такая. Теперь они будут ее переделывать в угоду сессионкам каким-то, очевидно, не понимая, что эти сессионки из себя представляют. И при этом они все еще продолжают слушать Amazon Games. А я говорил об этом ранее, это очень и очень плохая идея. Повторюсь, на мой взгляд, главная проблема Tron and Liberty заключается в том, что разработчики, а теперь еще и издатель, так и не определились со своей целевой аудиторией. Иными словами, хрен пойми вообще, для кого они эту игру делают. И ладно бы у них был какой-то свой взгляд на игру, и они его придерживались. Но нет, Tron and Liberty, как знаете, это кифлюгер. Просто болтается из стороны в сторону в зависимости от того, что наноют ПВЕ-нытики, ничего там особенно эффективного навоображала себе Amazon Games. Как итог, вот такой вот невнятный проект с туманным, я бы сказал, будущим. Удержит ли это MMORPG оставшихся игроков, сможет ли привлечь новых? Ну, на мой взгляд, с таким подходом очень и очень вряд ли. Но знаете ли, это исключительно мое мнение, свое, как всегда, пишите в комментариях. Ну а мы и дальше продолжим держать руку на пульсе, а вас в курсе. Не забываем, как всегда, традиционно поставить лайк или дизлайк этому видео, поделиться им с друзьями, оставлять свои комментарии, прожать колокол, чтобы быть в курсе выхода нового контента, и подписаться на нас везде, если еще не подписаны. С вами был Мадлер, это портал Go.ru. Еще услышимся.